Всем привет! И это видео начинается вот с такой вот небольшой кат-сцены, потому что в выходные мы проводили Аврору, так как она в прошлой серии на последних минутах нам закрыла карьеру. Феликс тут приготовил всем коктейли, и они вот посидели, поговорили о будущем, поздравили Аврору, и после этого она в ночь переехала в соседний дом. А у меня будет сейчас несколько вставочек с выходных. Вот это первая. К нам в гости заходила девочка Леона. Леон с ней, на самом деле, я поднимала ему обаяние, прокачивала этот навык. Ну и, конечно же, было немного романтики. И дальше я уже отправила его прокачивать вот писательство для работы. Он у меня сидит за компьютером. И она сама подошла. Хотя, видите, есть вот сообщение, что она уже с нами попрощалась и планировала уйти. И она сама подошла и говорит, что она так сильно любит персонажа по имени Леон, что предлагает ему руку и сердце. Поэтому я, конечно же, соглашусь. Мы не можем от такого отказаться. И я вначале думала, что я вам сделаю фоточку и размещу в посте, как обычно. Но потом я решила, что я это запишу, что это нужно записать, это важное событие в жизни моей семейки. И раз она предложила нам руку и сердце, то, мне кажется, Леон должен сказать ей, чтобы она еще осталась у нас ненадолго, чтобы они еще немного провели времени вместе. Так, а у нас тут вот эта вот анимация сломанная, мне кажется, она уже очень давно сломанная. Так вот, всю ауру мне портит анимация эта. Так вот, я хочу их отправить заниматься в уху. Раз уж у них такое событие, да, они помолвились, поэтому надо идти, ну, вернее, не в уху, да, они пойдут пробовать завести малыша, потому что по правилам я не могу заниматься в уху, если доступна опция с малышом, а она у них доступна. И все, это сейчас случится. А тут Марлен. Или он ее выгнал, вы видели? Вы знаете, все, если раньше у меня были опасения, что между ними что-то может быть, то теперь все. Теперь я понимаю, что мне не нужно бояться, между ними точно ничего не будет. Потому что Марлен вот видела Леона с другой девушкой, и кроме того, что вот он с другой девочкой, он еще и пришел на ее кровать. Это, конечно, некрасиво. Я понимаю, что это очень некрасиво, но у нас нет больше двуспальных кроватей. И она даже, скорее всего, разозлится на это за Леона. Поэтому вот такая вот вам вставочка из воскресенья. И второе включение с воскресенья, потому что вот у нас сейчас будет 3-й уровень, а в подростковых карьерах всего 3 уровня. Все, и Джуна повысили, и это вершина карьеры. Так, неожиданно. Я так быстро этого не ожидала, поэтому давайте мы его сейчас обнимем. Он у нас самый младшенький. Все, 3-й уровень, и мы закрыли карьеру няни всего за 2 дня. Это как-то очень быстро случилось. Он устроился позднее, чем Марсель, а он уже закрыл карьеру. Так что вот такие вот у нас новости с выходных. Друзья, и третье включение в 7 утра, потому что я этого не ожидала, я к этому не готовилась, но вот у нас закрыт еще и бармен.
третий уровень подростковой карьеры. Тут пришло вроде уведомление, да, вот у него повышение, он теперь творец латте, и он закрыл нам еще одну карьеру подросткового бармена. Поэтому что, Сайон, сейчас тоже давай его обнимем, и у нас получается, что все мои младшенькие закрыли подростковые карьеры, и у них появилась возможность уехать из дома. Мне кажется, ей грустно от этого. Ей, Сайон, грустно от понимания того, что скоро придется расставаться с двумя малышами. Для нее они малыши, они у нас самые младшие. И мне тоже от этого грустно. И я не знаю, с чего начать эту серию, потому что за выходные, как вы видели, у нас очень много всего произошло. И давайте по порядку тогда начну с Авроры. Аврора от нас съехала, и вот все, что она открыла, вы сейчас видите. Она у нас закрыла карьеру профессионального спортсмена, и она нам открыла все, что связано со спортом и со спортивными играми. То есть вот Даррен сейчас вам демонстрирует, что у нас наконец-то появилось баскетбольное кольцо, поэтому наконец-то я его себе поставила, потому что, как я слышала, с ним очень быстро прокачивается навык фитнеса. Так, что еще? Еще нам разрешено играть в футбольные мячи. У меня здесь было вот по 3 мяча для обычного футбола и 3 для американского. Но уже, как вы видите, 2 кто-то утащил. Также нам стали доступны классики и игра в шарики. Вот я баночку вот здесь вот в уголке для шариков тоже поставила. А еще вот вы видите сейчас Даррен около этих крутых изобретений. Аврора открыла нам велосипеды. У нас теперь есть велосипеды. Правда, никто из моих пока на них не катался, они боятся этой техники, ну и не умеют, они пока на ней не умеют кататься. Также покажу вам, что по правилам у нас все должно располагаться под крышей, и у меня вот здесь вот есть большой-большой навес, и плюс все предметы должны быть на полу, поэтому я постелила им плиточку. А вот это вы, скорее всего, уже заметили в начальных видео из выходных, да. Аврора нам открыла столик для пинг-понга, он повышает досуг, и я надеюсь, что мои теперь всегда будут довольны. Это меня радует, это меня очень радует. И из последнего, это, конечно, очень смешно, нам помогает тут Сайон, Аврора. Аврора нам открыла еще коврик для черлидинга. Это у меня -1 этаж, я пристроила здесь еще одну комнату, а эта комнатка вот как раз для будущих подростков. Я планирую, что они здесь будут вот тусоваться, там играть, какие-то свои обсуждать дела. И у меня осталось всего 500 симолеонов, потому что большую часть суммы я отдала Авроре. Так что вот такие у нас обновочки. И пока мои тут уже играют в настольный теннис, давайте посмотрим календарь. И на календаре не отображается, но по моей памяти, вот где-то во вторник, в среду на этой неделе нас должен покинуть Феликс. Это для меня будет очень трагично, потому что
Даже говорить тяжело, потому что вот после Давидика Феликс для меня второй любимый персонаж. Поэтому я буду очень расстроена. Я уже расстроена. Так, в среду у нас взрослеет Марсель. Он, получается, нам закрыл подростковую карьеру, поэтому как только мы ему отметим день рождения, и я получу ему третью черту характера, то после этого он тогда сразу же от нас съезжает. И я подумала, почитала ваши комментарии и решила, что все-таки Марсель у меня поедет в новый челлендж «Остров», а Иджун остается с нами и будет помогать нам с малышами. Так, еще у нас с четверга на пятницу повзрослеет Сайон, поэтому нам поскорее нужно заводить уже следующее поколение, чтобы она ими занималась, так как сейчас у нас открыто много возможностей в воспитании детишек, плюс мы можем получать дополнительные черты характера, поэтому очень хочется, чтобы Сайон скорее встретилась со своими внуками. Ну и раз уж я заговорила про внуков, то смотрите, вот у нас скоро появится наследник 6-го поколения. Представляете? Наследник 6-го поколения. И если помните, я в прошлой серии хотела, чтобы Феликс передал Даррену шкатулку с воспоминаниями, но в прошлой серии я как-то все про это забывала, поэтому давайте мы как раз сейчас это сделаем. У нас Даррен, получается, уже взрослый, он скоро сам станет папой. Поэтому настало это время. Феликс дарит свою шкатулку Даррену. И теперь Даррен ее будет хранить. Даже не верится, что он у меня уже такой взрослый, и что он скоро станет главой семейства. А у Даррена у меня выгорание, поэтому он продолжает его снимать. Из-за этого, именно из-за выгорания, он у меня сегодня не пошел на работу, но завтра, я думаю, я его туда опять отправлю. И еще в прошлой серии, в самом конце тоже у нас у Даррена появилось желание, что он хочет жениться на Марлен. Поэтому вот как только он получит ближайшее повышение, у нас будет официальная свадьба. Так, мои вернулись. Как-то их сразу очень много пришло. И Леон. Чуть-чуть Леону не хватило для продвижения. Ну, как обычно у нас времени хватает чуть-чуть, и я вам показывала, да, вот с выходных, что он у нас теперь помолвлен. Представляете, какие у меня все стали взрослые. У всех уже образуются свои семьи, а подростки уже настолько самостоятельные, что готовы уехать из дома. С каждым поколением, мне кажется, время бежит все быстрее и быстрее. И пока вот Марсель здесь с нами, давайте я вам расскажу, что он нам открыл. А на самом деле он нам разрешил только использовать глину для лепки, и все, больше ничего. Все остальные опции закрыты, они закрыты карьерой науки, то есть ученого, да, поэтому я увольняю Марселя с этой работы. Самое главное, что он должен был сделать, он это сделал, он дошел до вершины карьеры. А глину, ну, давайте ее достанем. Может быть, кому-нибудь пригодится, на всякий случай достанем. Вот, я как раз сейчас ищу глину в своем багаже, потому что мы ее ловили в реке, ее было у нас очень много, и я ее складывала в багаж, вот сюда, в багаж семьи. Вот она, кусок глины. И видите, я же говорю, у нас их было много, у нас их целых 7 штук. Ну, достану всего 2, посмотрю, что они с ней будут делать, потому что я раньше ей никогда не пользовалась. Я во многом новичок. Я раньше глина? Зачем мне глина? Вообще глупость какая-то. А сейчас глина, давайте, нам нужна глина. А вот этот мальчишка своей няней, вы не представляете, сколько всего он нам открыл.
Так, это у меня тут увольняется Марсель и Иджун. Кстати, он сейчас тоже уволится. Так вот, первое, что он нам открыл, что мы теперь можем черты характера при взрослении персонажей не брать вот те, которые выпали, случайные, а я могу выбирать любые, представляете? То есть если я могу либо вот кубик бросать несколько раз и оставить ту, которая мне понравится, либо могу просто зайти и выбрать ту, которая мне нужна. Вот, это прям великое открытие. Дальше я могу пользоваться музыкой, ее у нас пока нет, или фруктами, которые у нас как раз есть для влияния на пол будущего ребенка. То есть у меня Марлен в целом может сейчас съесть клубничку, да, и повлиять на пол будущего ребенка. Но я, честное слово, я влиять на пол не буду. Я все-таки хочу, чтобы это оставалось сюрпризом для меня. Так, еще из важного, мы теперь можем отмаливать Сима. Представляете, то есть если что-то случится, ну, если он умрет не от старости, да, то мы можем попытаться его спасти. И это еще не все, друзья, это еще не все. Продолжаем. Нам теперь можно нанимать няню. Плюс можно пользоваться функцией суперэффективный уход за ребенком, и можно обучать малыша дидактическим карточкам и учить говорить. Я же вам говорила, что я очень хочу эту карьеру. Она крутая, она очень крутая, и мы теперь с детишками можем практически все. Поэтому вот я как раз и надеюсь, что Сайон поможет нам воспитать идеальных малышей. И еще мы теперь можем прокачивать черту характера ответственность. Вот, теперь точно все. Я вам все рассказала. А про Иджуна, как я упомянула ранее, Иджун остается с нами до взросления точно, а может быть даже и дольше. Я хочу, чтобы он нам помогал с малышами, с 6-м поколением, потому что я чувствую, что у нас их будет много, поэтому нам нужна будет помощь. И да, мы тоже увольняемся, потому что он теперь больше не помощник в детском саду, он будет помощник в нашем семейном, у нас будет свой личный семейный детский садик. А вы знаете, что сейчас случилось? А случилось вернулась Марлен, и она повышена до программиста. Она, получается, у нас на 3-м уровне. Работает она также 5 дней в неделю, навыки у нее прокачаны, и ей нужно продолжать заниматься программированием. И вот, все, я ее посадила за компьютер. И она тут будет недолго, потому что она же ждет малыша, она очень быстро устает. И как вы считаете, кстати, будет мальчик или девочка? Этот малыш точно родится в этой серии, поэтому давайте поставьте на паузу видео и напишите. Можете прям одно слово, мальчик или девочка. Посмотрим вашу интуицию, потому что я уже очень хочу, чтобы был мальчик. Я переболела девочкой, и уже, знаете, вот та идея, которая у меня была для нее, я уже не хочу ее воплощать, я хочу мальчика. И не просто, это не просто так, да, что я хочу мальчика, а я хочу, чтобы у меня теперь всегда в каждом поколении наследником были мальчишки. Но в последнем, когда мы будем завершать этот челлендж, чтобы в последнем поколении как раз родилась моя девочка Мэй. Вот, теперь у меня другая задумка. Я хочу мальчишку, но блондинчика. Я хочу светлого мальчишку вот с волосами, как у Марлен. Хочу мальчика-блондинчика. И как я и пообещала, давайте все фрукты и овощи переложим вот в наш сундучок на всякий случай. Но главное это убрать клубнику и морковку. Вот, все, а мы их убрали, и я ее в багаже оставлю чуть-чуть вот грибочки, всякая вот эта вот фигня, потому что она не влияет на малышей, но мы будем этим удобрять огородик, когда у нее появится эта функция, чтобы она прокачивала навык садоводства. И уже в конце дня Феликс у меня тут сам пришел к Леону, и у меня такие ощущения, я не знаю, как я переживу завтрашний день, потому что я вот чувствую, что
что Феликса скоро не станет, что время подошло к концу. Мне от этого очень грустно, потому что я к нему очень прикипела. Еще, знаете, с того момента, как я ему свадьбу делала, я помню, как он родился с белыми ресничками, блондинчик. В общем, имя тоже у него прекрасное, поэтому я буду по нему скучать. Я буду по нему очень скучать. Но я его вам отдам, я его выложу на свой бусти. Аврору, кстати, я тоже туда выложу, поэтому надеюсь, что они найдут место в ваших городках, будут ходить по соседству, приносить вам фруктовый пирог, потому что Феликс прекрасен, потому что даже вот Феликс без какого-либо CC-контента, он сгенерирован игрой, но он прекрасен. Друзья, это что-то невероятное. Вы сейчас опять скажете, что первый раз видите такое, потому что я тоже это вижу первый раз, но я тут пыталась подготовить Марселя к школе, чтобы он сделал домашку, и захожу и не понимаю. Тут написано, что он уволен, что у него нет работы. Ну, это правильно, потому что мы с ним уволились с работы, но тут ничего нет про школу. А он еще подросток. Поэтому я вот сначала никак не могла понять, а тут, смотрите, исключение из школы. Ничто так не расстраивает персонажа, как исключение из старшей школы. Представляете, у меня Марселя исключили из школы. Как такое может быть? И ладно бы он туда не ходил, но он же ходил на учебу. Он делал домашку, он ходил на учебу, он работал, то есть он закрыл карьеру, то есть он хороший мальчик. Вот, да, я тоже так же вот головой в книгу. Я не понимаю. Поэтому я уверена уже все, я полностью уверена, что в новый челлендж у меня идет именно Марсель. Он не сможет здесь долго оставаться. И знаете, у меня сейчас кадр из фильма «Людк, Людк». Вы посмотрите на нашу Аврору. Стоило ей выехать из дома, и она уже где-то прибарахлила себе очки. И мне кажется, у нее даже есть помада. У нее ничего этого не было. Вообще ни в одном из нарядов. В общем, уехал у нас человек и зажил свою лучшую жизнь. Поэтому ловите Аврору на бусти. Она уже готова к пляжу. И я сейчас вот оставила своих персонажей просто со свободной волей. Вот что хотят, то и делают. И я хотела посмотреть, чем они будут заниматься. А они ничем не занимаются. У них теперь столько развлечений, всякие велосипеды, баскетбольные мячи, пожалуйста, чем хотите, тем и занимайтесь. А они вот пошли плакать. Видите, у двоих одеяла поднимаются, поэтому вот так проходит у нас день, и ждем, кто первый вернется с работы. У нас тут так светло, я до сих пор не верю, что у нас так красиво. Мне кажется, ботаник — это лучшая карьера, которую я закрыла за 5 поколений. И сейчас у нас вернется Леон, он вернется с повышением, и у него уже 8 уровень. Так, нам с ним нужно попрокачивать писательство. Я думаю, что я сейчас потрачу время на то, чтобы вот именно прокачать с ним писательство на максимум, да, до 10 уровня. Ой, а вот она, да, наша девочка. Так, все, планы тогда меняются, и мы сейчас будем жениться. Ну, раз она сама к нам пришла, а то сейчас опять она, знаете, второй раз делает предложение, а это как-то не камильфо. Он же у нас мужчина, он должен предложение сделать. Поэтому давайте, Леон, пойдем к нашей девочке. И у нее сейчас промелькнула мысль, и там была нарисована бутылочка. У нее в мыслях была бутылочка.
А так как у меня стоит мод, чтобы вот в первом триместре не было огромного живота, поэтому я пока сейчас не могу понять, беременна она или нет. Так, а мне нужно как-то вот эту вот бабушку отправить домой. Бабуль, ты не хочешь? Ты не хочешь пойти домой? У нас здесь планы вообще-то, а то она подслушивает, подслушивает, о чем мы общаемся. Так, а моей что-то не нравится. Подожди, а что тебе не нравится? Так, дети у меня тут с багами теперь еще. Так, подожди, ну ты же сама к нам пришла. Ты сама к нам пришла. А я знаете, что думаю? А может быть, она действительно беременна, и она просто переживает, что вот, да, у нее будет ребенок, а они не женаты, хотя она уже ему намекала, да, там делала предложение. Поэтому давай, пойдем. Давай с тобой, ну, знаете, я хотела сказать, пошли в мэрию, потому что я у себя в голове придумала, что у нас же свадеб как таковых нет, они просто ходят у меня в мэрию, пишут заявление, что вот мы теперь такие-то, мы теперь вот женимся. Поэтому давай, мы сейчас сходим, они сейчас ходят в мэрию, напишут заявление, что теперь они семья, потому что я думаю, она из-за этого переживает. И все, музыка, я слышу музыку. Боже мой, у нас Леон женится. И вы знаете, у них еще, после того, как она предложила вот ему руку и сердце, там еще был от нее вопрос, что давай съедемся. А я отказалась, потому что Леон у нас уехать не может, и к себе мы ее заселить не можем. Поэтому она на нас немножко вот еще обиделась. Да, чуть-чуть обиделась. Ой, а он думает о будущих детях. Так, а это что, Марселю нравятся шалости? Нет, Марсель, ты мне всю церемонию испортил. Марсель, блин. Так, все, Леон, наш львеночек женится. Да что ж такое-то? Так, и опять съезжаемся, да? Давайте я в этот раз нажму ОК. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У них 7 персонажей, и как раз вот есть одно местечко для малыша. Так, все, даем ей бумажку, что мы теперь с ней женаты, и на этом пора попрощаться, потому что нам нужно поспать. Леону нужно поспать, чтобы побыстрее закрыть карьеру, и после этого, чтобы вместе как раз начать жить. Поэтому поцелуй ее и пойдем с тобой спать. Следом пришла наша беременяшка, она пришла с выгоранием, очень уставшая, и сразу идет спать. Поэтому не будем ее трогать. Феликс, а ты чем хочешь позаниматься, дорогой ты мой? Я даже не знаю, чем тебя занять. Давай приготовь покушать, наверное, да? И тоже пойдешь спать. Но сначала приготовь всем покушать, пожалуйста. Последним вернулся с работы наш красавчик, и он опять повышен. У него уже 4-й уровень. Я ему тогда сейчас сразу возьму подработку, и я тут подумала, что настала пора его тоже поженить на Марлен, потому что, мне кажется, она тоже расстраивается. Она беременная, у нее постоянно вот этот вот ступор. Так, я теперь могу вот это действие выбирать, делать Асану, потому что она беременная. Плюс к этому Леон вот сейчас пришел с новостью, да, что он сделал предложение своей девочке. Хотя она ему не говорила про то, что она беременная, то есть про это еще никто не знает. Ну и мы еще с вами даже не уверенные. А тут Марлен уже прям много беременная, да, а они еще не женаты. Ну, в общем, не буду я долго тянуть. И я сейчас этих двух парнокопытных, я сейчас их поженю. И все получается. У меня все пристроены, все мои пристроены.
Ну что, друзья, свадьбу мы сыграли, и видите, сразу появились насущные потребности, ее еще и тошнит, поэтому все, я пошла их кормить, мыть, а на этом заканчиваю вторник. И я не знаю, куда добавить это событие в окончании вторника или начало среды. Но я сейчас буду плакать. Это грустно. Это очень грустно. Все, Феликс, пока. Я была очень рада, что ты был моим персонажем и появился в моей семье. Сайон не думала, что начнет вспоминать об этом так рано, а еще столько всего впереди. Это что, Сайон у меня заработала страх, да? Сайон, не расстраивайся. Нам еще с тобой внуков растить. У нас скоро будет первый внук, поэтому я надеюсь, тебе от этого будет полегче. И мне тоже. Так, я немножко подуспокоилась, и начинаем среду. Начинаем, знаете, с чего? У меня по почте пришло письмо от клиента для Даррена. Здравствуйте, Даррен, вы проделали невероятную работу. Большое вам спасибо и желаю больших успехов в будущем. С благодарностью, семья Лень. И все, да. Я-то думала, здесь будет что-то невероятное, какой-нибудь подарок. А он у нас уже отправляется на работу, и мне теперь некому готовить еду. Угу. А Сайон у меня бедняжка, ей совсем плохо. Она, представляете, она пришла вот к растениям и сама с ними разговаривает. Ей на работу идти не надо, и есть у нас нечего, поэтому давайте вот съедим морковку. Вы мне сказали, что от морковки не бывает мести природы, поэтому пусть она ее как раз и поест. А потом мы еще тогда позанимаемся огородиком. Что-то я вам хотела еще сказать. Я вам хотела показать. Представляете, у Даррена был мудлет от свадьбы, любовь, все дела. А все эти мудлеты перебил грустный мудлет. Грусть, тоска по папе. Я просто, знаете, к чему? Я так долго откладывала свадьбу ради этого мудлета. Я хотела его получить, знаете, чтобы он перебил все остальные, и они быстрее повышались в карьере. А тут вот, в общем, мораль сей басни такова, что не нужно ничего загадывать, нужно все делать в моменте. А то, если долго ждать, то ничего не получится. А у меня тут Сайон уже ушла выбрасывать мусор. Марсель вот пошел поиграть, и все. Больше я сегодня вам ничего интересного не покажу. Будем ждать тогда возвращения моих с работы. Либо вот можем смотреть, как Марсель совершенствуется в кручении. Как Марсель совершенствуется крутить баскетбольный мяч. Я выкрутилась. Так, первый красавчик уже у меня вернулся с работы. Да, вот он нам принес выгорание, поэтому мы его отправили на коврик. И так, натруженность у него еще, устал на работе. Угу. И после этого, не знаю, получится у нас или нет, но пойдем с ним еще тренировать писательство. Ему вот прям чуть-чуть осталось. И желательно бы нам еще написать статьи, потому что теперь он работает всего лишь 4 дня в неделю. Раньше было 5, а теперь вот только 4. Поэтому нам нужно в эти дни стараться, усиленнее стараться. Так, друзья, а я знаете, что я поняла? Я не оплатила счета. А где они, кстати? А где счета?
Сумма для оплаты 2000. А я же их не оплачивала. Так, мне нужна помощь. Вы мне можете прояснить ситуацию? Мне кажется, я не оплачивала счета. А их нет. Ой, нас тут трясет. Так, а в телефоне? Тоже нет. Я хотела вам сказать, что я тут нарушила, наверное, много правил. Думала, сейчас вот буду все записи пересматривать, но счетов нет. Неужели я их оплатила? Ну нет, я не могла. Я помню. Я обычно помню, что я списываю деньги. Вернулась вот моя красавица, и ее опять повысили. Вот, это же она, да, 4 уровень ас инженерного дела. Она быстро идет по карьере. Единственное, она опять хочет спать, поэтому, да, пусть сразу же идет, немножечко поспит. И пока мы тут ждем Даррена, который придет и приготовит нам еды, я посмотрела все свои записи, и я не нашла. Я не нашла, чтобы нам приходили счета или чтобы я их оплачивала. Поэтому у меня получается, что счетов нет, но деньги у нас есть. Поэтому скажите, сколько пенальти мне себе записать, потому что я не знаю, как поступить в этом случае. Я, конечно, когда буду монтировать, я еще раз посчитаю все, что я либо восстанавливала. Ну, рыбу мы уже не тратим деньги на рыбу, то есть все, что если я восстанавливала какие-то объекты. А сейчас давайте, чтобы я дальше не нарушала правила, я тогда спешу все деньги. А вы мне напишите, сколько пенальти я буду себе за это добавлять. Так, Даррен у меня уже вернулся с работы и сразу отправился готовить. По работе он особо не продвинулся, но зато ему прислали отзыв, что ремонт очень понравился, поэтому он у нас молодец. Он хорошо потрудился, правда, из-за этого словил выгорание, поэтому завтра оставляю его опять на выходной. А еще завтра, скорее всего, у нас рожает Марлен, поэтому Даррен остается дома и будет помогать своей жене с малышом. А на этом заканчиваю среду. Львеночек у нас там снимает ступор. Даррен тоже со ступором завтра на выходном. И у Марлен, кстати, тоже ступор. Поэтому сегодняшняя среда – это у нас день ступора. Надеюсь, завтрашний день пройдет без него. Друзья, тревожный день, потому что четверг только начался, мне уже пришло оповещение, что у меня рожает Марлен, и я вот ждала ее. Я хотела начать запись с того, что у меня рожает Марлен, но Марсель ее опередил, у нас первым повзрослел Марсель. И я уже сходила, посмотрела ему жизненную цель, и ему выпало большой бедокур. Я никогда не использовала эту жизненную цель, поэтому я вот ее вначале нашла, что она у меня есть. Этот персонаж обожает шутки и розыгрыши. Хорошо. Чаще и успешнее совершают подлые действия. Не ожидала я такого от Марселя, но получается не зря его вытурили из школы-то, да? Он, значит, там действительно пакостил, потому что он же у нас ходил в школу. Ладно бы он не ходил, но он ходил, и его оттуда выгнали. Видимо, из-за этого, скорее всего. И давайте тогда посмотрим ему черту характера. Эзотерик. Ощущает глубокую связь и с природой, и с иными мирами. Они считают важными находиться в гармонии с самим собой и Вселенной и делиться тайнами гармонии с окружающими. Легче дается знахарство и садоводство. Ну, я подумаю, оставить ли эту черту характера, но вроде бы подходит Марселю. Мне кажется, очень подходит ему. А у Марлен, представляете, я вам вчера показывала, что у нее был ступор, ей оставалось всего лишь 2 часа, чтобы его снять,
А сегодня у нас уже выгорание. И вот я тут пытаюсь его снять, но так как она беременная, она йогой заниматься не может, поэтому я могу вот только выбирать сделать асану, нам теперь это разрешено, чтобы хоть как-то снять выгорание. А нам осталось совсем чуть-чуть, и мы увидим наследника 6-го поколения. И вы знаете, я оттягиваю этот момент как могу, потому что я уже не хочу девочку. Я начинаю переживать, что Вселенная как работает, да? Что если раньше я хотела девочку, у нас были мальчики, а теперь я хочу мальчика, и по закону подлости сейчас родится девочка. А я правда очень хочу мальчика. И я надеюсь, что наша генетика сработает, так как вот сколько поколений прошло, да, у нас рождались только мальчики первые, поэтому я очень надеюсь, что это останется неизменным, и у меня тоже родится сейчас мальчик. У меня закончились имена для мальчишек, для наследников, и вот я тут сидела, думала и придумала 4 имени, но 2 из них, знаете, уже такие взрослые, уже такие для солидного мужчины. Мне кажется, такое имя малышу не подойдет. Хотя почему? Мальчик! Друзья, у нас мальчик! Ура, ура, я рада мальчику. Я же говорила, что генетика нас не подведет. И я, кстати, я зайду проверю, что вы там писали, кого вы ждали. Скорее всего, вы все написали девочку, да? А у нас мальчик. Так, имя. Ну, наверное, да. Я, наверное, остановлюсь на том имени, о котором я размышляю уже 2 дня. И я тогда пойду, пока посмотрю, как оно пишется на английском. И пока я это буду искать, я вам расскажу, откуда оно взялось. Я недавно ходила в кино на фильм «Формула-1». Кстати, фильм шикарный. Кто не смотрел, всем советую. И вот, там был актер, и мне понравилось его имя. Поэтому, оно не подходит Симом, но мне это имя понравилось. Так, и знаете, я нашла, как оно пишется на английском, но оно начинается как будто бы на J. Но на самом деле его имя произносится как Хавьер, но пишется оно почему-то через J. Угу. А знаете, что еще? Я вот вижу в Википедии, да, что на самом деле этого актера зовут Хавьер Анхель Энсинос. Хавьер Анхель. А второе имя, вот Анхель, оно пишется как Энджел. Энджел, прикольно. Блин, слушайте, прикольно. А я теперь думаю, может быть, мне вот малыша тоже назвать Хавьер Энджел? Он, правда, Хавьер Анхель, но у меня будет Хавьер Энджел. Это просто это испанское имя, и, видимо, поэтому читается немножко по-другому, чем пишется. Хавьер Энджел. Мне нравится. И, кстати, вот вы сейчас понимаете, да, почему у меня наследником становится первый ребенок и почему я беру первую карьеру. Потому что если я начну выбирать, я могу зависнуть. Вот как сейчас в своих мыслях, в раздумьях, и я зависнуть могу на неделю. Блин, что же делать? Но, с другой стороны, я только сейчас вам сказала, да, что не нужно ждать, нужно действовать в моменте, поэтому мне нравится Хавьер Энджел. Давайте, у меня будет малыш, и его будут звать Хавьер Энджел. Все, друзья, у нас что-то новенькое, у нас двойное имя. И встречайте, Хавьер Энджел Орейли. Блин, круто? Ну круто же, скажите. Мне нравится. Мне очень нравится. Так, и у нас мальчишка. Я надеюсь, что он очень будет похож на Марлен.
И мне кажется, да, мне кажется, у него голубые глазки. Ну, у него такие, знаете, голубо-серые. Но мне кажется, я вижу, что у него голубые глаза. Или он взрослеет. Вы посмотрите, что творится. Леон, поздравляем тебя с днем рождения. Так, давай в туалет и ну, пойдем опять с тобой писать книги. А тут Даррен пришел, видите, он пришел похвастаться, что у него родился сын. А, кстати, Марсель, давайте он у нас сейчас съедет. Ему уже пора, и я его заберу в новый челлендж. И сейчас вот еще минуточку он проведет дома, он воспользуется ситуацией, что у меня все на работе, дома особо никого нет, и вот он с мамой. Он с мамой сейчас поговорит, скажет ей, что мам, вот так и так, да, я уже взрослый, помочь я вам больше ничем не могу, оставаться в доме, да, и сидеть с детьми мне не хочется, я понимаю, что это не мое, и он ей намекнет, что вот Доминик же у нас смог уехать из этого города, поэтому, может быть, ты тоже поговоришь с офицерами, чтобы они меня вывезли отсюда. Поэтому, я думаю, Сайон сможет договориться, чтобы Марсель, вот когда офицеры будут выезжать за новыми новобранцами, чтобы они прихватили с собой Марселя и вывезли из этого города. Да, ей, конечно, грустно, что ребенок уедет, они не будут больше видеться, но она понимает, что Марселю здесь будет плохо, это не его место, да, он здесь не сможет счастливо жить, поэтому она попросит офицеров за него, чтобы они помогли уехать Марселю из этого города. А у меня тут Даррен первый раз взял на руки своего сына. Он первый раз со своим малышом. Ми-ми-ми. Ой, подождите, мне нужно это сфотографировать, секундочку. И нам теперь можно кормить малышей из бутылочки. Нам это открыл бармен Феликс. И поэтому я как раз поставила кроватку для малыша на первом этаже, чтобы если вдруг он начнет плакать, когда мама на работе, да, то либо папа, либо бабушка смогли его покормить. Да, Хавьер Энджел. Так, друзья, а мы тут прощаемся с Марселем, и скоро вы его увидите в новом челлендже. Я, правда, его немножко причешу, приодену по-другому, но с ним мы не прощаемся, мы с ним в ближайшее время встретимся. Да, Марсель? Скажи, я не прощаюсь, скоро увидимся, до встречи. Приходите смотреть новый челлендж. А я забыла, что у нас сегодня была целый день облачная погода. Нам надо идти ловить рыбу. Нужно скорее идти. А Даррен у меня тут все. Даррен у меня уже не справляется. Но сейчас вот новоиспеченная бабушка тебе поможет. Давай, Сайон, давай, иди помогай своему сыну справляться с его ребенком. Так, Сайон, давай мы с тобой посмотрим, что у нас здесь. Малыш плачет. Суперэффективный уход. Мне нравится эта штука. Ее нам открыла няня. И посмотрите, что мне пришло. В пятницу в ваш почтовый ящик доставили счета. А у нас столько денег нет. То есть что, получается, я ничего не нарушила, да? Я зря списала деньги. А пока у меня там Даррен готовит рыбку, чтобы все покушали перед рыбалкой, смотрите, чем мы занимаемся с Эджуном. Для меня это новая механика, потому что это дополнение у меня появилось, когда я уже играла в этот челлендж. Кроме вот этого челленджа, да, в который я играю, я больше ни во что не играю, потому что у меня не остается времени. Поэтому, когда у меня появляется новое дополнение, я в них вот то, что мне разрешено, то я и делаю, а все остальные опции я даже не могу пощупать. И мне это нравится. Мне это очень нравится.
А к нам тут зашла Аврора, и она решила тоже с нами покушать. Она живет через дорогу, поэтому она, видимо, подумала, а чего? Чего я буду готовить на себя на одну, да, вернее, там Марсель еще с ней, когда я могу зайти сюда, здесь рыбка горячая, ее здесь много, поэтому она вот пришла к нам поесть. В общем, вот, я троих смогла сюда отправить, и вы видите, какая у нас теперь красивая река с чистой голубой водичкой. И мне кажется, я там даже светлячка видела. Да, вот, светлячок. Блин, как круто. Как же это круто. Малыш у нас остался дома, он спит, но с ним осталась мама, там осталась Марлен, поэтому, если что, я ее разбужу, она с ним позанимается. А я тут тогда остаюсь со своими, и вот оставшийся час-полтора мы будем ловить рыбу. И на этом давайте я тогда закончу четверг. Пятница у меня будет очень спокойной, потому что я забыла выбрать Даррену подработку, поэтому он у нас только в субботу пойдет на работу, а сейчас он готовит еду. А Иджун, я не знаю, чем он занимался у меня всю ночь, но он не выспался, и он идет в школу. И сегодня еще только Марлен, вот только Марлен у меня пойдет на работу, а остальные все остаются дома, у остальных выходной. Так, а у меня тут сломалась раковина, а счета-то я так и не оплатила. Я обрадовалась в моменте, да, что все, я ничего не нарушила, счета мне пришли, и я забыла их оплатить. Поэтому, так, Леон у меня за шахматами, да, за писательством. Поэтому давай, Сайон, просыпайся, сейчас мы с ней оплатим счета, и я спешу деньги. 49 симолеонов мы отправляем в фонд города, всего лишь 49 симолеонов. Рыбу мы жарим бесплатно, я ничего не ремонтировала, не восстанавливала, вернее, поэтому все хорошо, я ничего не нарушила и второй раз списала деньги. И я, кстати, заметила, что вот Даррен, он постоянно со своим малышом, он не может отойти от наследника. То есть, если раньше он был такой, знаете, ловелас, бегал по девчонкам, а вот сейчас он встретился со своим малышом, и теперь он от него не отходит. Ребенок его изменил. Наш Даррен очень изменился. А у нас еще одно событие. Я забыла, и я уже не успеваю. Ой, а какая у нас Сайон стала. Она прям, знаете, прям очень сильно как-то постарела. Она была до этого прям молодая, и вдруг резко постарела. И получается, у нас мама на работе, бабушка обещала заботиться о внуках, а она сама вся в печали, рыдает, денег у нас нет, и у нас вот тут еще сломался туалет, выросла плесень, и он пошел ее чистить, потом пойдет ремонтировать туалет. И вот после ухода Феликса, знаете, нам тяжело. Он действительно, он как-то держал всю семью на своих плечах. Зря я восстановила туалет, надо было лучше потратить эти деньги на компьютер, потому что, видите, нам не хватает буквально вот сколько, 21 симолеон, поэтому Леону придется его чинить. А мы, знаете что, давайте посмотрим, родила ли его девочка, потому что они же поженились как раз из-за того, что мы думали, что она беременная, но обычно приходит уведомление, что поздравляем с рождением малыша, а такого уведомления не было, поэтому давайте посмотрим. А я не поняла, а у нее 2 детей, и они стали приемными детьми львеночка, Слейтер и Долорес. И вот наша Элиска, девочка Элиска, какое смешное имя. Но у нас теперь 3 детей, Лев,
Ты как? Ты как к этому относишься? Надо было проверить наличие детей. Но, хотя, знаете, нет, у меня львеночек очень хороший, он, тем более он рос в многодетной семье, поэтому я думаю, для него то, что есть дети, это не проблема. Он даже будет только, мне кажется, рад от того, что у него будет большая семья. И вот как-то так быстро прошла пятница, и вообще неделя быстро пролетела. Мои все спят, Леон занимается писательством, повышает этот навык. И бабушка еще немножко повозится с нашим ангелочком. Сейчас мы его покормим, напоим, потом еще поцелуем, поболтаем с ним. В общем, будем с нашим малышом. А потом она тоже пойдет спать. А завтра вот эта вот кнопочка уже повзрослеет. Представляете, завтра уже повзрослеет. И мы увидим, какого цвета у него волосы и глаза. А бабушка тут ему сказку поет. Все, спокойной ночи, друзья. И вот так с утра у нас тут день рождения. Я Леона приучала к малышу, чтобы он, знаете, поехал в свою семью уже подготовленный. И тут все вдруг стало в звездочках. Все загорелось, и наш ангелочек взрослеет. Ой, я уже вижу, он у нас будет блондином. Так, впечатлительный, очень эмоциональный и никогда не скучает. Но их также сложнее успокоить, если у них плохое настроение. И давайте. Вот. Вы посмотрите, какой он классный. Так, сейчас, подождите. Не берите его, пожалуйста. Так, дубль 2. Ну, классный же. И у него кудряшки. Вы видите, какой у нас малыш. У нас таких еще не было. Блин, я не могу. И мне кажется, у нас вообще голубой глаз ни у кого не было. И таких красивых мальчишек у нас еще не было. Мне нравится наш ангелочек. Так, там кто-то пришел, да? Кто-то пришел? Ты кого-то увидел? Радуешься, да? Да, радуешься. У меня тут взрослые здесь, все взрослые собрались около него. А у него еще и футболочка беленькая, видите? И шортики беленькие. И сам он блондин. Ой, мне нравится. Мне он очень нравится. Так, я сейчас тогда тут позанимаюсь еще взрослыми немножко, и потом к вам вернусь. Друзья, ну я не знаю. После взросления этого милого карапузика я уже не знаю, что вам показать. Потому что я все время провожу около него. И я еще, знаете, я уже хочу поскорее сделать ему фотосессию. Поставлю одну из фоток на заставку для следующей серии. Единственное, я знаете, что поняла? Я поняла, что вот эти вот кудряшки, это не игровая прическа, это сисишка. Потому что я перед этой серией делала персонажа для челленджа «Остров» и, соответственно, загрузила себе в папку модс и прически, и одежду, и я их не убрала. Я тогда пока оставлю на нем вот все, что он выбрал для себя, да, а перед следующим взрослением тогда я всю папочку почищу. Вот. А на этом тогда буду с вами прощаться, потому что я не могу. Я не могу больше ничего снимать. Я хочу посмотреть на этого милаша, на этого маленького, миленького милаша. И, знаете, я теперь чувствую, что Хавьер Энджел будет мой третий любимчик. И я, наверное, в этой серии была очень эмоциональная, наверное, было много лишних звуков, поэтому простите, но как-то я прям прониклась на этой неделе. И на этом все. Пока-пока. Спасибо, что были вместе со мной.